Вот приехали на Авито доставку две интересные вещи, и сейчас я вам их покажу и расскажу, для чего они. Ну, первая вещица — это вот такой адаптер. Вот в этой коробочке он приехал. Я покупал его с рук, но это продает какой-то магазин. Поэтому давайте его сейчас откроем. И вот в пупырке лежит сам адаптер. Сейчас мы его тоже оттуда достанем. Вот этот адаптер. Холодный. Я с улицы только что пришел. И ехал он, видимо, по суровым местам, прямо как будто бы из холодильника. Это адаптер с М42, с резьбы М42 на EOS M, то есть на фотоаппарат мой Canon M50 Crop. Фирма называется KF Concept. Вот. Приятно взять, сделано так все хорошо, добротно. Такой увесистый. И вторая посылка — это вот коробка. Человек по имени Евгений, по-моему, отправил мне ее вот в такой баночке. Еще баночка в довесок. Это для продуктов, кстати. Вот если ее открутить, то здесь у нас лежит... Здесь у нас лежит вот такой объектив, друзья мои. Это объектив Helios 44M4. Он без всяких следов эксплуатации, потому что таких объективов в советское время делалось очень-очень-очень много, друзья. Очень много. Миллионы. Делали их на двух заводах. На заводе КМЗ, это, по-моему, Камский какой-то завод, вот точно не знаю, друзья, напишу в титрах. Потом делали в Белоруссии и делали, по-моему, в Вологде. Вот этот вот с КМЗ. Еще раз повторяю, Helios 44M4. Это мануальный объектив. Давайте посмотрим, откроем его. Ну, я бы сказал, он вообще вот, как будто бы девственно чистый. МС Helios 44M4. МС это значит мультипросветленный. Вот у него стекло такое с фиолетовым оттенком. Ну, говорят, что вот это как раз и действие от этого просветления. На крышке написано «Зенит». Ну, видимо, шел он к фотоаппарату «Зенит». И с другой стороны мы тоже его откручиваем. И здесь тоже смотрим. Он такой тяжелый. Тяжелый, увесистый. Вот у него вот такая штуковина есть. Вот она может мне, конечно, создать проблемы, но эти проблемы решаемые. Вот, давайте сейчас соединим его с
с переходником. И вот получилась вот такая уже штуковина. Друзья мои, знаете, почему-то мне в последнее время очень нравится держать в руках объективы. Я не знаю. Также мне приятно держать в руках бинокль. И когда бинокль берешь в руки, а у меня бинокль есть очень хороший, полевой, тоже советский, со знаком качества, и когда в него смотришь, то ощущаешь в руках вот эту, знаете, мощь Советского Союза. Пусть это, может быть, звучит как-то слишком пафосно, но это именно так. И когда двигаешь там какие-то его кольца, вот как я сейчас двигаю вот эти кольца, они идут так очень плавно, мягко. У объектива, кстати, есть заводской номер. Вот он, здесь его видно зеленым. Вот. Но остается присоединить его к моему аппарату, на который сейчас идет съемка. И я это сейчас сделаю. Ну, я не уверен, конечно, что все получится, потому что, я говорю, там есть такие штуковинки, но все-таки сейчас вот эта красная точка, мы это все соединяем, и вот у нас что получилось. И получилась очень такая интересная система. Включаем. Включаем, и написано ручная фокусировка. И первый кадр. Это видео. Видео снимаю, друзья мои. Я снимаю камеру, которая снимает меня. И я вижу, что дает очень хороший размытый фон. И это прекрасно. Так. А теперь переведем на вот такой спуск, и что? Ага. И здесь, значит, не получается, потому что надо сделать одну настройку, чтобы он фотографировал. И я сейчас это сделаю. Итак, мне удалось включить настройки. И теперь вот я пробую делать свой первый снимок. Нет, это вот очень приятно крутить вот эти вот настройки, друзья мои. Так, надо открыть диафрагму. Так, а диафрагма открывается вот так, щелчками. Вот самая большая, все темно. Вот самая маленькая. Теперь вот этот цветок.
Еще раз сфотографирую свою экшн-камеру. Даже вот так вот поставлю. Классно. А теперь попробую сфотографировать себя. Все. Не, ну, друзья, ну только посмотрите. Посмотрите, какой красавец получился, а. Какой красавец.